Изолента Лайф. Да, давайте я представлю. Станислав Стреметловский, политолог, ну, собственно, как на титре указано, колумнист Регнум, и большой специалист по Польше. И в первую очередь я бы, конечно, очень много вопросов хотела вам задать, потому что завтра, мы знаем, будет саммит НАТО, такой экстренный, да, внеочередной, на котором будет обсуждаться вот то самое предложение Кончинского о вооруженном миротворческом контингенте НАТО. Вот вы как думаете, что из этого выйдет и что за этим вообще стоит изначально? Ну, что стоит за этим изначально, нужно спрашивать у самого пана Презеса Ярослава Качинского, потому что это, как можно судить, идея его. Он ее практически ни с кем не обсуждал, он не консультировался. Вот, и здесь, конечно, важна мотивация, вот что именно действительно подразумевается под этим так называемым вооруженным миротворческим контингентом. Но опять же, я хочу заметить, что Ярослав Качинский, он хоть и самый влиятельный политик Польши, председатель правящей партии, но представлять Польшу на саммите НАТО в Брюсселе будут другие люди. Это, в первую очередь, президент Польши Анджей Дуда, а вот он накануне вылета в Брюссель сообщил, что хочет поговорить, в принципе, о новой концепции альянса на так называемом восточном фланге НАТО, и в частности по вопросу постоянного военного присутствия. А эта идея далеко не новая, поляки о ней говорят еще, ну, я не знаю, там сколько лет, много, в общем. Это еще, наверное, со времен Трампа, когда Дуда летал в Вашингтон и предлагал Трампу создать такой в Польше форт Трампа. Так что, может быть, вполне возможно, что даже вопреки первоначальным заявлениям премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого, идея о таком миротворческом вооруженном контингенте польскими представителями в Брюсселе поставлена не будет. Обсудят ее уже в субботу, когда Байден прилетит с визитом в Варшаву. Ольга? Да, простите, я просто думала, что вы подвисли. Ну, а в принципе, как вы думаете, этот вариант, он может быть реализован со стороны НАТО, ну, то есть как бы в рамках НАТО, или наоборот, Польша может его каким-то другим образом сама, без НАТО, реализовать? Ну, судя вот по тем заявлениям, которые последовали после выдвижения Качинским своей инициативы, Германия явно будет против. Американцы обозначили свою позицию, что они тоже сомневаются в необходимости этой идеи. На моей памяти, по-моему, только датчане согласились с тем, что такая миссия возможна. Может быть, еще несколько стран поддержат, но, скорее всего, я думаю, что НАТО не примет идею такого контингента. И вот сегодня еще Столтенберг, генсек НАТО, еще раз сказал, что мы не хотим вступать в войну с Россией на Украине. Другой вопрос, может ли этот формат быть вне Североатлантического альянса. Да, такая возможность, наверное, есть. Качинский, кстати, тоже ее обозначал. Ну, тогда что это может быть? Скорее всего, костяк этих сил, по польским предложениям, если верить утечке, это около 10 тысяч человек. Видимо, составит какое-то польское подразделение. И могут в него влиться еще несколько других стран. И здесь, конечно, я думаю, будет для Польши, ну и в принципе для инициаторов этой идеи важно, чтобы хотя бы часть этих стран, они не были членами НАТО. Тогда уже можно будет сделать вид, что формально это не миссия Североатлантического альянса, а некая международная миссия. Но опять же, есть вопрос ее мандата. Если это не ООН, а ООН на это не пойдет, то что тогда? Но тем не менее, вот такой еще призрачный шанс некой коалиции под руководством Польши, плюс еще несколько стран, наверное, я думаю, его можно рассматривать, хотя я не уверен, что он такой уж реальный. Ольга? Можно я тоже вмешаюсь? Меня зовут Петр. Вот какой вопрос. А в чем вы видели бы мотивацию Польши по продавливанию идеи такого вмешательства? Это установить мир, так сказать, победить Россию или, может быть, еще что-нибудь?
Петр, ты задал просто мой вопрос. Я прошу прощения, я подсмотрел. Именно это же самое хотел спросить. Почему Польша так продавливает то, чтобы влезть на голову? Я просто только хочу сказать, что, видишь, мы оба умные с тобой, но ты еще и красивая. Да, совершенно согласен. Ну, знаете, коллеги, у Польши может быть совершенно различные суждения на этот счет. Первое, это, конечно, есть такая идея фикс, которая укрепилась в польском политическом классе, о том, что между Польшей и Россией должны быть буферные государства, пояс, который будет отделять Польшу от России, таким образом обеспечивать ее безопасность. Вот раньше вроде бы они такие были, эти буфера. Мы граничили с поляками только по Калининградской границе. Сейчас поляки уверены, что Белоруссия уже полностью подчинилась России, и фактически белорусско-польская граница – это российско-польская граница. А теперь представьте, если, допустим, по всей польско-украинской границе устанавливаются российские подразделения. То есть это получается огромная польско-российская граница, и вот это именно такой кошмар всего польского политического класса. То есть а поскольку они запугали этим и свой собственный народ, то им как-то придется на это реагировать. Это вот первый нюанс. Второе, ну, я не исключаю, что Ярослав Качинский здесь считает себя, в общем, таким стратегом, который может реализовать мечту, которая у Польши не получилась в 1918 году после восстановления независимости, а именно вернуться к модели Речи Посполитой, большой страны, которая является определяющей в Центрально-Восточной Европе и влияет на Западную Европу. Третий нюанс, который может тоже иметь место быть, это желание сохранить хоть что-то, то есть некое буферное государство, которое будет подчиняться политически и экономически Варшаве, не Украина, какая-нибудь Львовская республика или Галицкая республика, в составе от 3 до 5 областей, ну, либо Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, либо к ним могут присоединиться Равенская и Волынская. И вот в это буферное государство впихнуть тех украинцев, которые не захотят жить на остальной территории Украины, ну, если, конечно, то украинское государство еще останется. Ну, а имея у себя под боком такое буферное государство, уже можно будет и полякам объяснить, что вот хоть что-то от Украины мы сохранили. И, по крайней мере, это снимет еще одну проблему, которой очень страшно боится Польша, а именно польский политический класс очень боится, что его все-таки заставят пойти на некие территориальные приобретения, а при всей сентиментальной памяти исторической о Львове и даже о Вильно, сегодняшнем Вильнюсе, больше всего поляки боятся именно поднятия территориального вопроса. Потому что как только они его поднимут, по их мнению, следующим, кто поднимет этот вопрос, это уже будет Германия. Она вспомнит о своих восточных границах, об осоединенных территориях, которые достались Польше после 1945 года. Силезия, тоже это, в общем-то, такой очень сложный регион, спорный в некотором смысле. И таким образом постановка территориального вопроса в отношении Украины со стороны Польши, вот по мнению Варшавы, это означает постановку территориального вопроса со стороны Берлина. И это коллеги? Интересно. Ну, то есть, по-любому это получается, ну, раскол Украины, я правильно понимаю? Ну, раскол Украины уже, по-моему, де-факто он уже состоялся. Ну, все эти 3 сценария, которые вы сейчас озвучили, они, в общем-то, означают в какой-то форме раздел Украины. Да? Ну, что делать? Да. А вот интересно, а как вот в эти все сценарии с точки зрения польского, ну, не знаю, если можно так выразиться, польского менталитета вписывается украинский народ и взаимоотношения с ним? Ну, понятно, что, например, Львов тот же, это же город, который когда-то там жили поляки, потом как-то они вынуждены были в больших количествах оттуда съехать.
и туда заселились, в общем, люди с Украины. Вот какой-то... Плюс есть проблемы, связанные с взаимоотношением на национальной почве там, с бандеровцами и прочее, волынская резьба, и резня, простите, и много других вопросов. Плюс огромная диаспора сейчас украинская в Польше, которая разрастается и которую Польша активно принимает, насколько я понимаю. Вот как можно вот эту всю историю с украинцами и поляками охарактеризовать? Это проблема или это совершенно нормально и даже, может быть, хорошо? Ну, это, конечно, проблема. Сейчас пока Польша еще не осознала, на мой взгляд, что такое означает для нее появление нескольких миллионов дополнительных украинских беженцев на своей территории. А, собственно, до начала специальной российской операции на Украине уже там было, ну, по разным оценкам, от 1,5 до 3 даже миллионов. И далеко не все из них это временные работники, многие уже начали интегрироваться в польское пространство. Что касается вот тех беженцев, которые попали на территорию Польши сейчас, то я даже не ожидал, и, кстати, очень многие поляки не ожидали, что их начнут так быстро на законодательном уровне пытаться интегрировать. Ну, потому что, вы знаете, можно беженцам помогать по-разному, да? Можно их обеспечивать некими социальными благами, медициной, но когда министр образования и науки Польши заявляет, что они приняли в оперативном порядке в Сейме поправки к закону, который направлен на возможность обучения вот этих украинских детей в польских школах. То есть мы с вами понимаем, что если 6-летний украинец, он пойдет в польскую школу, выйдет он оттуда через 10-12 лет, это уже будет не украинец, это уже будет поляк украинского происхождения. Да. А значит, встает вопрос о гражданстве, и гражданстве не только этих будущих детей, но и их родителей. А значит, получится, что по своему национальному составу ныне этнически однородная Польша, она вот снова возвращается ко временам той самой Речи Посполитой, которая была стерта, которая ушла с политической карты мира в 18 веке. И смотрите, что получается. Вы же получаете не просто новых граждан, вы получаете и избирателей. Новые избиратели. А я напомню, что, допустим, вот президента Польши Анджея Дуду в последний раз переизбрали, там где-то 1,5% была разница. Значит, если говорить о прохождении в Сейм, то тоже там вот эти несколько процентов будут иметь значение. И в итоге вот эта польская диаспора, она может стать золотой акцией для любой политической силы Польши. Да, украинская. Вот эта вот украинская диаспора, она может стать золотой акцией для любой политической силы в Польше, которая захочет завоевать большинство в Сейме или выбрать президента, и тогда придется к ней прислушиваться. А мы можем представить себе, что взамен попросят политические представители этой диаспоры. Ведь совершенно очевидно, ну, какой их настрой. Что ну, явно радикальный, да, и так далее. И какую смену, собственно, даже не смену, а в какую сторону будут развиваться отношения, в том числе и с Россией и так далее. Это все... Ну, я могу сказать только, вы знаете, это, в общем-то, уже было в истории. Вот мы, конечно, сейчас у нас... исторически сложный такой настрой по отношению к Польше. Но так ведь было далеко не всегда. Когда было Польское королевство, еще не было этой Люблинской унии 1569 года, в общем-то, у нас с поляками-то особых не было проблем. Мы там были где-то у себя на востоке, они там где-то у себя на западе, а проблема была с Великим княжеством Литовским. Да. И вот когда Великое княжество Литовское и Польское королевство сошлись в единое целое, вот литовцы с собой как но они притащили к полякам, как собаки этих блох, русофобии, антирусской направленности, вот этой своей антирусской политикой и конкуренции за то, кто будет главным в русском мире. Вот тогда это притащили, этих блох антироссийских литовцев в Польшу, сейчас их притаскивает вот эта вот будущая политически серьезная и активная украинская диаспора. Между прочим, так просто ради этого самого, я сегодня готовился уже к завтрашнему дню, там, к эфиру своему. Завтра годовщина польского восстания, 24 марта, этого самого, под руководством Тадеуша Костюшка как раз, которое закончилось плохо в 1794 году.
Просто так даты совпадают. Так что вот завтра будет о чем поговорить в этом смысле тоже. Но смотрите, а все-таки вот если эту мысль немножко поразвивать вашу с присоединившимися к Украине. Да, я еще, кстати, один факт, который вот со стороны меня поразил, что польские власти фактически на 3 года дали им вид на жительство или разрешение на проживание. И вот вы говорите, школьник там, да, пойдя в школу, он уже станет поляком. Мне кажется, что и обычный гражданин, сейчас у меня тут ребенок звонит, обычный гражданин, который 3 года проживет и проработает в Польше, будучи украинцем, он выучит язык, и уже с большой вероятностью многие из них и не вернутся. Вот. Это дополнительно к тем, которые там уже есть, и это, конечно, очень серьезно. Ход такой резкий. Но, да, вопрос я другой хотел задать. Ведь если предположить, что будет создано какое-то буферное государство, присоединено там или будет под влиянием Польши, то эти граждане, они же тоже будут как-то туда стремиться, либо будут как-то входить в состав, и тогда вот эта вот украинская диаспора, она уже там чуть ли не до половины имеет шансы дорасти, ну, до трети, скажем, населения. Какие-то будут стремиться, наверное, те, которые вот считают себя такими украинскими украинцами, ярыми. А многие, наверное, все-таки захотят остаться в Польше. Тут же ведь... Да, я имею в виду стремиться в Польшу скорее. Да, тут же еще в чем дело. Ведь поляки практически сразу начали включать этих беженцев в свою социальную систему. А в Польше, вот тут надо отдать должное правящей партии «Право и справедливость», она за 2 срока своей каденции, начиная с 2015 года, она все же приняла очень много социальных программ. И эти социальные программы сейчас, получается, будут тут распространяться на поляков. Но вот тут есть очень большая проблема для польского правительства. Я недавно общался со своими коллегами из Варшавы, и меня это тоже интересовало. Я им задал вопрос. Вот сейчас на волне такой эйфории и энтузиазма поляки принимают украинцев. Все замечательно. А что может измениться? А говорит, вот изменится, когда изменится само отношение поляков к украинцам. А это вполне вероятная вещь, потому что энтузиазм-то остынет, а дальше окажется, что украинцы отбирают у вас рабочие места, а дальше, что в и без того безалаберной польской системе здравоохранения, в которой и раньше-то в лучшие годы было сложно попасть на прием к врачу, вы не попадете, потому что там тоже перед вами в очереди 10 украинцев и так далее. Еще газ подорожает. Ну, газ подорожает, это, в общем-то, тут от украинцев не зависит. А вот когда вы приходите в магазин, и уже там не польская речь, а украинская, когда вас заставят в школах учить украинский язык поляков, да? Когда в больницах вы не попадете на прием, потому что впереди вас украинцы, когда пенсии будут проблемными, когда социальные льготы проблемными, и окажется, что проще всего-то свалить на вот этих вот тех украинских соседей, которые есть. Вот тогда это будет очень серьезная проблема для Польши, для любой политической власти, которая бы не была. Ну, кстати, некоторые польские политологи, эксперты уже начинают об этом говорить. На них шикают, их пытаются замолчать, но они все же ставят вопросы, и ответов пока не видно. Станислав, мы как-то начали с НАТО, я, собственно, вас не спросила про высылку российских дипломатов, собственно, 45 человек, и вот как МИД заявил, что в посольстве на данный момент меньше, и это происходит непосредственно, да, накануне вот этого саммита НАТО, непосредственно накануне визита Байдена. Что вы за этим видите? Цель какова? Ну, это, конечно, решение политически мотивировано. На моей памяти массовые высылки, они происходят крайне редко. Можно вспомнить, как британцы в 80-х годах выслали там, кажется, 70 или 80 наших дипломатов, или даже больше. Ну вот американцы, кажется, еще высылали много дипломатов наших. Но тогда хотя бы там это можно было как-то логически объяснить. А вот действительно, почему сейчас поляки это решили выслать 45 дипломатов, это при том, что у нас в посольстве, кажется, если мне память не изменяет, 60 человек работает. Ну, было 50 с чем-то, но вот сегодня МИД заявил, что там... Штатная ставка это где-то 60, да. А есть ведь и сообщения, опять же, не знаю, насколько им верят, но есть такие сообщения, что поляки не будут выдавать визы на замену. То есть, грубо говоря,
вот наше посольство, оно превратится в посольство из 15 человек, а в таком формате, практически невозможно работать и функционировать. То есть, де-факто Варшава пошла на разрыв дипломатических отношений с Москвой. Вот. Очень, очень такое, конечно, странное, с одной стороны, и с другой стороны, тревожное решение. Знаете, вот самая радикальная версия, на мой взгляд, она может заключаться в том, что поляки все же настолько готовы, даже без каких-либо, без какого-либо диалога, что ли, или консультаций с Москвой войти на Западную Украину, что вот они сознательно обрубают все возможности для политического диалога, чтобы не получить каких-либо формальных возражений со стороны Москвы. То есть, если вам нельзя сказать, что вы поступаете плохо, то вы вроде бы плохо и не поступаете. Вот может быть, такая логика у них присутствует. Может быть. А скажите, пожалуйста, вот еще одна, наверное, под занавес уже нашего разговора тема. Ну хорошо, предположим, Польша решает самостоятельно, или, может быть, там вместе с Литвой, ввести свой какой-то контингент на Западную Украину, не получив на это согласие НАТО, они же могут это сделать. Вот в случае такой перспективы вообще, как польское руководство и люди отнесутся к перспективе полномасштабного военного столкновения с Россией? Как вообще вот это вот смотрится со стороны польских, я не знаю, граждане-то как-то зададут вопросы, наверное, зачем это вот все нам? Социологических опросов на эту тему я пока не видел. Тут все-таки надо ведь в соцопросе правильно сформулировать вопрос. Потому что так-то о поддержке Украины вроде бы все за поддержку Украины. Да, но вопрос-то именно, когда если дело дойдет. Доходит до конкретики, я могу сказать только единственное, что даже на проправительственных сайтах, в Польше есть такие проправительственные издания, многие из них сейчас комментарии отключили, но некоторые оставили. Ну вот, скажем, на портале в Политице, это средних, что ли, курс между либеральным и консервативно-радикальным крылом правой справедливости, он придерживается. Но вот на нем, когда появляются сообщения о возможной перспективе конфликта между Польшей и Россией, то комментаторы реагируют крайне негативно, считая, что поляки не должны умирать за Украину. И тем более, что вступать в конфликт любой с ядерной державой, которой является Россия, это безумие, это может очень плохо закончиться для Польши. Но при этом стягивание вооружений... Вы с нами, Станислав? Да. Да, может, меня просто подвисает что-то. Но при этом стягивание вооружений к границе с Белоруссией мы видим. Да, оно на камеру записано, оно запротоколировано и зафиксировано. Это, то есть вы думаете, это уже реальное начало этого шага, или это такое еще поигрывание, пока мускулами, неважно, как мы это назовем? Очень, очень хороший вопрос. И в данном случае я могу только рассуждать вместе с вами. Если это поигрывание мускулами, то ради чего? Россия-то ведь на Польшу не нападает. То есть, таким образом, если речь идет о том, чтобы там как-то предостеречь Россию и Белоруссию или Белоруссию от чего-то, то это ни на Белоруссию, ни на Россию не подействует, так как планов вторгаться в Польшу нет. Значит, тогда возникает следующий вопрос. Если это не против России и Беларуси, то против кого? У нас получается на севере Прибалтика, на юге Украина. Явно это не для Прибалтики готовится. Коллеги. Да. Вообще, да, если так рассуждать то, о чем вы говорите, то это вообще все может, конечно, вылиться в довольно серьезные изменения там в этой части Европы. В перспективе посмотрим. Не знаю, у меня все вопросов нет больше. Послезавтра мы, в принципе, должны узнать, в какую сторону меняется ситуация. Правильно я так понимаю? Не факт, мне кажется. Давайте так скажем. Вот по сообщению пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины, на выезд российским дипломатам дают 5 дней. Значит, это сегодня у нас объявлено четверг, пятница, суббота, воскресенье, да?
То есть, то есть где-то уже в понедельник их не должно быть. Это первое. Второе. Переговоры президента Польши Дуды с американским коллегом Джо Байденом будут в субботу. Вот То есть, соответственно, суббота-воскресенье это вот будут те дни, когда что-то будет понятно. То есть будет понятно, на что Байден даст отмашку Варшаве. Ну вот я про эту дату, собственно, она многое покажет. Будем ждать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Да, вам очень интересно, конечно, мир. Да, события развиваются серьезно. Но будем следить. Приходите к нам еще, пожалуйста. Особенно на следующей неделе. После Ваши знания по Польше действительно всеобъемлющие. Спасибо большое.